Привет-привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Катя, и я люблю скрапбукинг. Готова моя очередная работа, и я просто в восторге от того, как это выглядит. Я сделала вот такую фоторамку, чтобы сюда можно было поместить фотографию и вот так спрятать ее в окошко. Как по мне, необычная, интересная идея и очень красиво. Все цвета сочетаются, коллекция обалденная. И, в общем, в этот раз я прям супер довольна, что вот так на волне вдохновения очень быстренько у меня все это родилось. Выглядит объемно, но вместе с тем достаточно гладко и красиво. Поэтому, если интересно создать, оставайтесь и поехали. Итак, в работе у меня коллекция от Craft Clock, девчачья, это их старая коллекция. Здесь высечки, вырубка по цвету, также цветочки. И, в принципе, в основу я взяла деревянную заготовку, за кадром склеила 2 листа 20 на 20, и вот такая красота получилась. Также за кадром подготовила вот такую вырубку. Здесь оставила место, чтобы вставить фотографию, сделала это на магнитах, чтобы все хорошо удерживалось. Приподняла каждый слой на несколько частей, да, так по частям, чтобы выглядело все объемно. И, в принципе, начинаю работать с композицией. Мне хочется создать такую фоторамку, чтобы она смотрелась уютно, нежно, но не привязывалась к конкретному возрасту. Поэтому я не использовала изображения детей здесь, а только вот такие как бы нейтральные цветы, высечки, да, какие-то не обязывающие к какому-то возрасту. Поэтому, в принципе, можно будет применить к любому возрасту, и это мне тоже нравится. У меня здесь вырубка из белого картстока и плюс из листов, которые входили в набор, просто как бы для того, чтобы разнообразить композицию. Ну, как бы, собственно, и все. В конце добавлю немного шнурочков, топпингов, и композиция будет готова. Поэтому собралось все быстро, красиво, и вот такое вдохновение я поймала, и буквально за считанные, не знаю, минут, ну, конечно, не минуты, но, наверное, часа полтора подготовки, чтобы вырубку, цветы, найти все высечки, усеться. И очень быстро я все это склеила, и классно, результатом я очень довольна. За идею с окошком нужно поблагодарить кого-то из вас в комментариях, потому что когда был обзор ножей с этого релиза, который мне пришел, то кто-то тоже подсказал, что окошко можно разрезать и тоже будет необычно интересно смотреться. Поэтому эту идею я как бы вынашивала. А вчера, когда села делать эту работу, почему-то подумала сначала сделать рамку обычную, примерила 9 на 13, 10 на 15, покрутила ее туда-сюда, туда-сюда, но все-таки решила, что хочется чего-то необычного. И в этот момент я вспомнила: о, окошко, точно, можно попробовать так. Поэтому спасибо, кто написал мне в комментариях эту идею. Как видите, она пошла в ход и очень классно и интересно смотрится. Также применила здесь последние ножи, которые мне пришли с Али. Если не видели обзор моего разочарования, то обязательно посмотрите. Но здесь как раз те, которые хорошо вырубались, в принципе, их и взяла применять. Очень классные листочки в этот раз мне пришли. Я прям влюбилась. У меня были любимчики, скажем так, вырубка, но эти прям супер классные. Поэтому кто мечтает, кто ищет варианты, вот эти листочки прям суперские. Ну и, собственно, сам процесс клейки. В некоторых местах я добавляю кружево, либо тонкий слой картона. В некоторых, как здесь, например, я не добавляла на цветочки никакой шар, просто потому что дальше добавлю кружево, и мне хотелось, чтобы верхняя часть смотрелась очень аккуратно, не выделяясь среди другой части композиции. Поэтому вот здесь ничего не приподнимала отдельно. Но оно вместе с тем все равно получилось нормально, потому что кружево все-таки тоже дало толщинку. И потом, когда цветы приподнялись, оно все вместе смотрелось уже объемно. Я изначально, когда делала вот это окошко, я каждую часть приподняла на фоамиран.
Он достаточно толстый, объемный, но когда я приложила все и поняла, что хочется еще чуть-чуть больше высоты, потому что некоторые высечки нужно, чтобы заходили под окошко и как-то, чтобы цветы не ложились прям очень сильно вплотную к окошку, поэтому вот такое еще небольшое приподнимание окошка я выполнила, да, с помощью фоамирана, еще одного слоя. Поэтому окошко реально хорошенько так выступает над поверхностью, и таким образом сама фотография будет выделяться, да, и будет главным элементом, на который можно будет обращать внимание. Эта рамка, сама заготовка деревянная, достаточно большая по размеру, потому что я склеила 2 листа 20 на 20, и у меня практически в длину не осталось отходов, да, то есть практически 40 сантиметров, ну, наверное, где-то 38-39 сантиметров в длину, поэтому это прям такой достаточно большой декор, который можно разместить в детской комнате или в гостиной какой-то. Ну, и мне кажется, что в любом, куда бы ты ни вписал, оно будет смотреться очень красиво. Поэтому в планах сделать еще одну такую рамку, но уже не такой формы, а круглой. У меня уже лежит заготовка, поэтому сейчас закончу монтаж и пойду снимать следующую свою порцию вдохновения. Потому что, наверное, за последний месяц я не перестаю как бы творить, я не снимаю все, но иногда сажусь и просто кайфую от процесса, поэтому, извините, некоторые кадры остаются, вернее, проекты остаются за кадром, но вместе с тем я настолько радуюсь, что у меня удается вернуться к творчеству и найти среди своих будних дней рабочих какой-то уголочек счастья и этого релакса. Я как раз говорила о вот этой высечке, вырубке, да, которая недавно пришла, вот эти листочки. Они настолько аккуратные, и там два размера, чуть больше, чуть меньше, и они прям очень классно вписываются, особенно в такие проекты, прям суперские. Поэтому планирую тоже нарубить, иметь в запасе, чтобы в любой момент можно было воспользоваться. С этой стороны композиции тоже некоторые элементы буду приподнимать. Например, вот этот тежик я приподняла просто на плотный картсток, по-моему, 300 грамм или 320. Просто для того, чтобы совсем чуть-чуть приподнять его над поверхностью. Но вместе с тем не задавать большую высоту, потому что все остальное тоже нуждается в том, чтобы вы приподняли. И тогда прям будет очень выступать эта вся композиция. Поэтому на небольшой слой этого картона вполне достаточно. И вот второй меньший тежик я сделала, просто вдвое склеила и приподняла. То есть таким образом не сильно прям объемная, но вместе с тем и не совсем плоская. Эту часть приподнимаю уже на фоамиран, потому что это часть ведущая, и от нее уже будет следующие все части. И так как я хотела бы, чтобы цветочки тканевые, которые, да, не выступали над поверхностью окошка, поэтому все остальные высечки тоже приподнимаю что-то вот как вот это, просто на тонкий слой картстока, чтобы совсем чуть-чуть приподнять, да, а все следующие буду то ли на кружево, то ли на фоамиран тоже добавлять для того, чтобы создать вот этот объем, но вместе с тем и не перегрузить саму композицию.
вот эти розеточки тоже сделала из последнего релиза, который мне пришел, с последней покупки с Али. И мне очень нравится, что они такие маленькие, компактные. И вот даже толщину создать с помощью вот этой розетки тоже обалденская идея. Как бы не затратно, но вместе с тем и как элемент декора красиво смотрится и дает вот такой классный объем.
Ну что, последние элементы, штрихи, и в принципе и сама композиция уже будет готова. Мне кажется, что всегда хочется добавить что-то еще, где-то добавить чуть-чуть того, но главное вовремя остановиться. Поэтому в принципе все готово, осталось добавить только топпинги и можно любоваться. Я в последнее время полюбила добавлять такой лощеный шнурочек, он как-то придает объема, легкости, воздушности, и поэтому здесь тоже добавила с одной стороны и с другой стороны, как раз как бы оно уравняло композицию и заполнило какие-то пустые места, которые мне казалось, что образовались. Иногда так случается, что ты вроде приклеил цветочек, но из-за того, что там не плотно оно прилегало, оно не плотно схватилось. Поэтому в таких случаях я добавляю немножко еще кружева, и кружево на кружево уже точно будет держаться. Поэтому перестраховываюсь, как говорится, и приклеиваю еще раз, чтобы надежно все держалось. Так бывает, ничего в этом страшного нет. Главное, когда все готово, еще раз проверить все элементы. В этот раз из топпингов у меня будут шарики, такие бульки небольшие, они разных размеров. Клеить буду на глосси акцент в этот раз. Очень сложно у меня с этим глосси акцентом в том, что постоянно засыхает носик, и сложно потом это все пробить. Из-за этого меня напрягает это. Но уже как есть, так есть. Но я люблю на него клеить, оно хорошо держится, и даже если где-то какой-то след остался, оно создает впечатление, как капели красы. Поэтому классно, даже если где-то что-то осталось, оно не портит внешний вид. Когда сама работа готова, я обязательно потрушу, чтобы отпало все лишнее. Но также после того, как работа полежит день-два, я обычно тоже еще раз струшиваю, потому что где-то глиттер отходит, где-то шарик не так до конца склеился. И если вы, к примеру, продаете работу, то лучше, чтобы когда вы запакуете и человек распакует, чтобы ничего лишнего, ну глиттер, понятно, может там, да, чуть-чуть обсыпаться, но точно, чтобы не шарики попадали. Поэтому всегда перед тем, как продать, отдать, всегда проверяю, чтобы все хорошенько держалась. Глиттер я подобрала такой классный по цвету, идеально сюда подходил. Я обычно вот так все прям сразу посыпаю и потом обсыпаю на тарелочку, и таким образом все хорошо держится. Ну вот, и все готово. Вот такая красота сложилась, все красиво переливается, дополняет друг друга. Цветочки отлично сюда вписались, высечки все, каждый друг с другом дружит. Легко достается и удерживается место для фотографии. Как по мне, прям вот суперская идея, мне очень она понравилась самой, и я прям очень довольна своим результатом работы. Поэтому благодарю вас за просмотр. Если вам было интересно, оставайтесь со мной, впереди много скраба. Я прощаюсь с вами, всем мира, добра и пока-пока.